Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня 9 февраля. Одна пчелка уже летает на балконе, чувствует приближение весны. Я сегодня решил, точнее не решил, позвонили, попросили пчелок для пчелоужаливания. И вот перед тем, как набрать, я положил в контейнер такие ведерочки у меня, канди. И сейчас постараюсь набрать. Ну, конечно, не только для этого у меня цель залезть к пчелам. Очень хочется сейчас подсократить немножко, потому что буду скоро трясти их. И, соответственно, так как клуб пчел сел около диафрагмы, он уже распался, рыхлый, я хочу переставить диафрагму на другую сторону и поставить корм ближе к клубу. Ну вот я набираю пчелок в контейнер. Давайте еще чуть-чуть наберу. Так вот. Давайте наберу сразу второй, потому что и сам ставлю себе пчелок. Вот так вот, да. Есть немножко пчелок в контейнере. И сейчас, наверное, потихонечку переставлю диафрагму. Положок так гибается. Со стороны, где нету клуба, три рамки. Я вытащу корм. Вот такая рамочка. Ну, это самая крайняя, где клуба нету. Тут килограмма 2 корма. Так, вот у нас идет вторая рамочка. Тут уже корма чуть-чуть побольше. И я ее, наверное, нагрею. Пчелки остались. Я ее нагрею и переставлю в другую сторону. Ну, да, диафрагму обязательно за место этих рамок, чтобы пчела не грела лишнее пространство. И давайте вытаскивать буду потихонечку диафрагму. Семья относительно сильная. Пчелы личного состава, как говорится, порядочно. Ну вот, вы видите на диафрагме такой клубочек. И вот нате вам вот такую рамочку. Корм я не стал скрывать. Сами вскроют. А диафрагма у меня, похоже, не поместится. Блин. Трясти. Сейчас я пчел пока не буду. Ну, давайте вот так вот поставлю. Надеюсь, я их немного подавлю. Получается. Так, еще раз подвину чуть-чуть рамки, сужу. И вот сейчас она, наверное, все-таки залезет у меня диафрагма. Да, вот так вот. Ну, если немножко и подавил пчелок, то ничего страшного. Начали поддавать понемножку. Да, все, вот диафрагма встала. И закрываем, соответственно, положок. Пока вентиляционное отверстие у меня будет открыто. Начали поддавать, ну и слава богу, хорошо. Как говорится, гормон радости зимой получил. Вот они. По рукам тут и по носу поддали. Все, все, девочки, я вас закрываю. День. Вот, вентиляционное отверстие открыто. Сеточек вентиляционных отверстий нету.
потому что рядом пчел нет, воровства не будет. Клуб распался, он уже стал большим, то есть пчелы расползлись по всем рамкам. Вот, смотрите, давайте посмотрим. Тепла нету. Вот они расползлись, и сейчас я их буду трясти. Вот сколько подмор у меня получилось с этой семьи. Подмор сухой. Ну и в гнезде сухо. Я думаю, что здесь стакана 3, наверное, находится подмора. Литок затыкал бумагой. Помыл дно, переставил, скинул подмор. Такое количество. Около 3 стаканов находится сейчас здесь. Переставлю. Переместил дно. Все-таки на пол на табуретке неудобно будет. И сейчас буду переставлять корпус на... Вижу уже трутня. Трутни мертвых вот вижу. Пока живых трутней нету. Ну что, ребята, с Богом. Потихонечку, помаленечку. Вот так вот поставлю. Вчера переставлял диафрагму с той стороны. Вытащил рамочку кормовую. Сейчас она нагрета у меня. И работаю без дымаря, так как нету без костюма. Вот. Потихонечку начинаем. Уже одна цапнула. Ну, хорошо. Похоже, здесь будет шумно. Так, ну пчелы здесь достаточно. Смотрим по кормам. Так. Встревожила. Вторая цапнула. Ну, как бы убегать не пришлось. Так. На рамочке корм есть. Я ее оставляю. Рамка чистая, хорошая. По идее, вот на этой рамке тоже должен быть корм. Еще интересно, расплод, если нету. Рамка тоже, в принципе, тяжелая. Я ее тоже оставляю. Может, маточка попадется. Так. Даже не знаю, сколько этой семье рамок-то оставить. Вот. Вообще, по идее, собирался на 4 рамочки. Так, тоже корм есть. Есть, прилетело в нос. Так, как же маски-то нет, а? Так, 3. Наверное, 4-ю, вот эту сейчас, она тоже с кормом. Да. 4. Вот эти 4 рамочки я им оставлю. Ребята, работа пошла. Так, теперь вот это все закрою хозяйство. Вот.
Много вас, много. Да, маски не то я, конечно, погорячился. Чуть-чуть. Без маски. Да. Все, давайте гнездо перекрою вам. И трясу. Да, посмотреть, есть ли трутень или нет, но мы сейчас увидим. Тут по балкону будет куча ласать. Так, кормовая рамка тоже тяжелая. Из дымаря, конечно, хреновенько. Начали поддавать. Сухонькая рамка. Так, похоже, пора будет убегать сейчас. Сухонькая рамка. Да, поддают. Сухонькая рамка. Эту рамку с кормом я все-таки оставлю. На 5 рамках оставлю. И ставлю диафрагму. И пока убегаю отсюда. Ребята, убежал. Начали бить сильно. Вон что там творится и какой гул стоит. Сейчас стою на балконе, думал, расплод. Но уже все. Пора потихонечку их собирать. Вот они уже более-менее успокоились. В квартире-то у меня уже много летает. Тут с пергой, я просто перга тут есть немножко. Я им оставлю за диафрагму. Не буду ничего вам за диафрагмой оставлять. Вот. Думаю, все-таки сейчас балкон-то хорошо они не засрут. Ну, рамку, наверное, все-таки надо оставить. Здесь. Ой, какая температура поднялась сразу. Не собираюсь, но сейчас будет темнеть потихонечку. Все, будут собираться. Все-таки медовую рамочку оставлю одну, чтобы они на нее собрались. А потом стряхну все это в улей хозяйства. Я не думаю, что много пчелы останется здесь и погибнет. Да, и, конечно, очень интересен трутень. Трутень в зиму шел. Вот мертвый есть сейчас. Трутень, вот он виден. Вот. А если он живой, пчела не уходит. Пока надо остужать уже балкон. Обогреватель я выключил. Окно пока, конечно, открывать не буду.
Все, вот закрыл окно, убрался здесь более-менее. Несколько пчелок еще летает, ну это уже не принципиально. Открываю окно, ставлю улей и охлаждаю здесь все. Все, балкон открыт, охлаждаю. Несколько пчелок осталось. Относительно тяжеленький. Все. Литочек я им открою чуть-чуть попозже. Ну такая вот у нас ситуация. Я считаю, что немного пчелок. Ну, давайте, что здесь внутри. Это, конечно, нужно уже вечером, ночью посмотреть и закрыть заглушки, чтобы у них тепло было. Сейчас еще утеплю посильнее. Вот, что у нас тут получилось? Ну, можно еще ужать, наверное. 5 рамок, их и много. Вот. Заставной оставил одну рамочку. Открывать Семья не обрабатывалась никакими химикатами, никакими препаратами от клеща, воров. Все утепляю. На данный момент я нашел в подморье одного клеща. Вот, как бы не копал, и на пчеле не было его. Вот уже вечер этого дня. Давайте вместе посмотрим, что произошло и как села пчела. Как сели пчелы уже вечером, когда убран балкон. Что ж тут у нас происходит? Ну, вот клубочек у них сидит. В принципе, я думаю, что на 5 рамках они, чтобы лучше было видно, сидят. А что у нас за... Ну да, за диафрагмой тоже. Думаю, что хорошо. А это уже 11 февраля, на следующий день, после перетряски, пошел я посмотрю, что там, как они ужались. Ну, живы. Блин, за диафрагмой все равно висят. Тип твою мать, посмотрите. Вот у нас уже 13 февраля. Я вытащил рамку из-за диафрагмы Мало с пчелы. колом, на которой были пчелы, потому что они ушли в гнездо. Постарался как можно, по возможности, как можно лучше утеплить. Закрыл вентиляционное отверстие в крыше. Положил полиэтиленовую пленку, на нее фольгоизовер и сверху газеты. Еще до дна у меня картонку такую вставил, чтобы своего рода сквозняков не было. Завтра постараюсь привезти пенополистирол и закрою полностью пчел. Перекрою. Всего доброго.